Канал Валерия Табакова представляет эффективности мотива национальной неприязни в деле об убийстве Фарион. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Валерий Табаков. Мы с вами уже несколько последних видео рассматриваем возможные действия стороны защиты в уголовном деле по обвинению Вячеслава Зинченко в убийстве Ирины Фарион. Но и предложено несколько ходатайств стороны защиты, ходатайство о эксгумации тела убитой и проведении баллистической экспертизы, ходатайство о территориальном переносе рассмотрения дела в другую область Украины, ходатайство об отмене переквалификации дела и ходатайство о назначении наблюдателя от Венецианской комиссии за судебным процессом. Зрители и комментаторы моих видео имеют различное этническое происхождение и самоидентификации. В основном это русско- и украиноговорящие граждане Украины, между которыми в ходе процесса осуществляется попытка разжечь неприязнь и вражду. В связи с этим, друзья, я хочу разъяснить свою личную позицию по этой проблеме, которая может послужить той базой, которая позволит эту вражду утихомирить, а в идеале и вообще прекратить. Конечно, сделать это будет не так легко, поскольку сформированная самоидентификация каждого человека довольно устойчива, в том числе в психоэмоциональном смысле. То есть утрата человеком своей самоидентификации отрицательно сказывается на его физическом самочувствии, здоровье и психоэмоциональном состоянии. Итак, в Украине в 1996 году при президенте Кучме была принята Конституция, в которой в статье 10 определен статус языков в Украине. Для украинского языка статус государственного языка, а для русского языка статус свободно используемого языка. Независимость Украины, обретенная народом Украины в 1991 году, основана на результатах всеукраинского референдума. Перед референдумом будущий первый президент Украины Леонид Кравчук обратился к русскоговорящим гражданам Украины с просьбой поддержать независимость и пообещал, что русскоговорящие и украиноговорящие будут жить в Украине в мире. Никто никогда никаких притеснений по признаку языка в Украине делать не будет. Но вот прошло время, Кучма в 2003 году отказался от кандидатствования на пост президента на второй срок, и в 2004 году в Украине состоялись выборы. На пост президента в 2004 году баллотировались два кандидата – Ющенко и Янукович. Эти два кандидата по результатам голосования во втором туре набрали практически равное количество голосов. Но поскольку в процессе выборов были обнаружены ряд нарушений, то второй тур выборов был признан несостоявшимся. В такой ситуации, в соответствии с Конституцией Украины, нужно было назначать новые выборы. Причем те кандидаты, которые участвовали в предыдущих выборах, не имели права подавать свои кандидатуры на пост президента на новых выборах. Но, несмотря на это, непонятно почему, Конституцию решили проигнорировать. Проигнорирован был также закон о выборах, и Янукович и Ющенко были допущены к третьему туру. Ющенко тогда победил. Янукович проиграл. Через некоторое время, уже в 2010 году, состоялись новые выборы, на которых победу одержал Янукович. После этих выборов уже в 2014 году на новых выборах победил Порошенко, а в 2019 году Зеленский. Что касается вопроса языка, то критическим или переломным моментом в этом вопросе стал момент 2019 года, когда при президенте Порошенко по его инициативе был принят закон
об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Вопрос языка был использован Порошенко с целью победы на президентских выборах 2019 года, но, несмотря на это, Порошенко потерпел сокрушительное поражение и проиграл Зеленскому. Причем Зеленский, как это видели многие граждане Украины, еще в 2014 году выступал за полные права русскоговорящих граждан Украины в Украине. Он в 2014 году буквально говорил, что если кто-то в Крыму или на Донбассе хочет говорить по-русски, отцепитесь. Именно поэтому в 2019 году более 70% граждан Украины поддержали кандидатуру Зеленского, хотя он еврей по самоидентификации. В 2019 году с принятием закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного возникла коллизия норм Конституции и этого закона. Но поскольку в Конституции задекларирован принцип верховенства права, по которому нормы Конституции имеют прямое действие и наивысшую юридическую силу, то если рассматривать чисто правовой аспект этой ситуации, то в случае такой вот коллизии должны применяться нормы Конституции, то есть в Украине должен обеспечиваться статус свободного использования русского языка. Несмотря на то, что существует такой вот закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который вводит ограничения и санкции за использование русского языка в определенных сферах. В результате такой политики Путин, который, начиная с 2000 года, совершил в России конституционный переворот, использовал разделение по языку и эту коллизию правовых норм как предлог для вторжения в Украину. Причем, кроме этого предлога, Путин использовал еще термин «государственный переворот» в Украине 2013-2014 годов. На самом деле, государственный переворот по определению – это ситуация, в которой происходит изменение формы правления. В 2013-2014 годах в Украине форма правления не изменилась, поэтому характеризовать Евромайдан и последующие события как госпереворот оснований нет. А вот ситуация в России, когда с 2000 года у власти фактически находится один человек уже на протяжении 24 лет, позволяет характеризовать то, что происходит в России, как государственный переворот. Поскольку республика, как форма власти, предполагает постоянные с периодичностью раз в 4-5 лет выборы, а в России с 2000 года у власти находится один и тот же человек, то фактически форма правления России – это квази или полная монархия с 2000 года. То есть форма власти в России в 2000 году была изменена с республики на монархию. Поэтому можно утверждать, что именно в России был осуществлен государственный переворот, но не в Украине. Сейчас в Украине идет война, и убитая Фарион и другие сторонники моноэтничности и языкового неравноправия в Украине пытаются навязать использование украинского языка в Украине во всех сферах и ограничить использование русского языка. Несмотря на то, что Конституция Украины этого делать не позволяет. Но их ни Конституция, ни право не волнуют. Но, друзья, я хочу сообщить, что право – это величайшее изобретение человечества, предназначенное для того, чтобы спорные вопросы не решались силовым путем и в соответствии с определенной процедурой были решены. А государство, как институт, имеет одну основную функцию – правоохранительную, то есть функцию обеспечения функционирования права. Если право не работает, а государство не обеспечивает функционирование права,
то тогда возникает ситуация, при которой спорные вопросы решаются силовым методом, то есть преступлением закона. Государство в такой ситуации отмирает, и действуют определенные группировки, которые считают, что они правы. Что касается судебной системы, то еще с 1996 года, момента принятия Конституции, до примерно 2006 года в Украине можно было еще рассчитывать на правосудное решение. Потому что в Конституции 1996 года был определен закон о судебной системе, который требовал, чтобы судьи избирались вначале на 5 лет, то есть с 1996 по 2001, а потом через 5 лет переизбирались на пожизненное. То есть в 2006 году начался период, когда практически все судьи в Украине имели статус пожизненных судей, то есть таких, которые уже не боятся ни приступить закон, ни, как выразился Зеленский, ни черта лысого. То есть, ничего не страшась, принимают неправосудные решения, и это та каста, которая практически сейчас в Украине находится у власти. Теперь о языке. То, что я говорил, было о праве, а теперь об истории. История Украины как независимого государства началась в 1991 году. И Декларация независимости это утверждает. То есть в Декларации 1996 года прямо записано, что Украина была образована как новое государство в 1991 году. Это значит, что история в данном случае с точки зрения права особого значения не имеет, но не с точки зрения морали, с позиции которой публично выступала убитая Фарион, используя такие выражения, которые больно ранили русскоговорящих граждан. Ее выпады в отношении военных закончились ее увольнением. Суд отменил решение Львовской политехники об увольнении Фарион не потому, что он определил правонарушение, совершенное Фарион, как неаморальный поступок, а как поступок, который является аморальным, но, несмотря на его аморальность, почему-то совместим с дальнейшим пребыванием Фарион в должности преподавателя. Это, конечно, перл судебной системы, который свидетельствует о том, что суд узурпировал полномочия, принадлежащие учебному заведению по квалификации поступка своего сотрудника. То есть Львовская политехника квалифицировала поступок Фарион как аморальный и несовместимый с дальнейшим пребыванием ее в должности преподавателя, а суд безосновательно начал решать вопросы совместимости с пребыванием Фарион в должности. Это говорит о том, что право в Украине не работает, поэтому, как результат, следует ожидать силовой способ решения спора. Таким образом, суд создал предпосылки для силового способа решения трудового спора Фарион со Львовской политехникой. Но оставим это. Перейдем к дочери Фарион, Софии, особе. София, имея мотив получения наследства, имея информацию о том, что ее мать собирается замуж, естественно, была мотивирована в смерти своей матери Ирины Фарион. То есть, если бы Фарион вышла замуж, то тогда либо полностью, либо частично София особо была бы лишена своего права на наследство. Поэтому, почему следственные органы не проработали версию по Софии особе, трудно сказать, но предсказуемо. С одной стороны, трудно, но с другой стороны, для реализации политической цели кому-то выгодно ситуацию политизировать. Именно в связи с такой политизацией убийства Фарион возникает вопрос о языке. То есть не вопрос о уголовном преступлении и праве, а вопрос о языке, причем с формулировкой «национальная неприязнь». Но опять же повторюсь, что
национальная неприязнь в данной ситуации была именно у Фарион. Квалифицировать действия человека, который убил Фарион, как мотив национальной неприязни оснований нет. Действия убийцы в данном случае это не национальная неприязнь. Этот мотив на прекращение действий по разжиганию национальной неприязни это совсем другой мотив. Такой мотив, который не совпадает с мотивом, определенным в части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины как национальная неприязнь. Что касается пункта 8 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, там просматривается попытка следствия сказать, что Фарион выполняла какие-то общественные обязанности. И именно это явилось причиной ее убийства. Но позвольте, какие общественные обязанности выполняла Фарион? Может, например, я выполняю общественные обязанности тем, что записываю это свое видео? Но нет, это не является обязанностью. Где доказательства исполнения Фарион общественных обязанностей? Их нет. Тем более не являются обязанностью действия Фарион по оскорблению военных и унижению достоинства русскоговорящих граждан Украины. Теперь, что касается самого языкового вопроса. Я, в отличие от многих ее сторонников, полностью прочитал докторскую диссертацию Фарион, защищенную ею в 2015 году. И в этой диссертации есть два основных момента относительно украинского языка. Во-первых, Фарион установила, что украинский язык произошел от староукраинского языка, который имеет оригинальное название «руська мова». И во-вторых, она задекларировала, что руська мова или староукраинский язык является языком племени Русь. Поскольку диссертация защищена, то такая же позиция, надо полагать, совпадает с позицией Академии наук Украины. Теперь Зеленский. Имея вместе с Арестовичем прорусскую ориентацию, Зеленский в 2021 году 24 августа с большой помпой подписал указ о праздновании Дня государственности Украины в день крещения Киевской Руси. Вот такая параллель. Украинский язык – это язык потомков, говорившего на староукраинском языке племени Русь. И получается, что тогда государственность Украины связана с Русью. Кроме того, герб Украины или его основной элемент, как это записано в статье 20 Конституции Украины, это знак княжеской державы Владимира Великого. Владимир Великий – это сын Святослава, Святослав – сын Игоря, Игорь – сын Рюрика. Теперь про Русь. Русь пришла на территорию, на которой сейчас расположена Украина, в 882 году. Это записано в повести временных лет Нестора Летописца. Эпизод прихода Руси в Киев описывается так. Олег, притворившись купцом, подплыл к Киеву, пригласил Аскольда, как своего соплеменника и сородича, в гости на свой корабль и там его убил. После чего назвал Киев матерью городов русских. Все об этом знают, слышали, но не знают, не слышали и не читали все то, что происходило далее. А далее происходило следующее. Олег начал спрашивать народ, который проживает в Киеве, его окрестностях и на других территориях, которые оккупировал Олег. Кому дань платите? И повесть временных лет повествует, что народ отвечал хазарам. И тут Олег заявляет, дескать, не платите хазарам, а давайте мне. Хазарская дань для жителей Киева и окрестностей была признаком оккупации. Хазарский каганат, который оккупировал территорию, на которой сейчас расположена Украина, это оккупационная держава, которая собирала дань. Дань была признаком оккупации. И вот в тот момент Олег потребовал, чтобы дань
которую оккупированные люди платили хазарам, начали платить ему. То есть фактически Олег совершил реоккупацию людей, проживавших на территории, на которой сейчас расположена Украина. Что же это за люди, которых реоккупировала Русь? Язык которой это староукраинский язык или руська-мова. И если действительно честно и серьезно изучать историю Украины, а не по учебникам, где этой истории того времени мало или вообще нет, то вы откроете для себя удивительную вещь, что хазарский каганат на территории, где сейчас расположена Украина, просуществовал 200 лет, то есть 2 века. А до хазарского каганата на территории, на которой сейчас расположена Украина, за 200 лет до прихода Олега в Киев в 882 году, это 9 век, в 882 минус 200 лет, это 7 век. Так вот, в 7 веке на территории Поднепровья, Приазовья, Крыма, Дона и Кубани существовало первое христианское государство на территории Украины, которое называлось Великая Болгария. Почему об этом не говорит ни указ Зеленского о Дне государственности, ни учебники истории, ни попы 4 конфессий в Украине, греко-католики, ПЦУ, УПЦ, РКЦ? Нет, никто из них не говорит о Великой Болгарии, о ее христианском правителе Кубрате, который похоронен в Полтавской области Украины в селе Малая Перещепино Новосанжарского района, ни о его сыне Аспарухе, который погиб в районе Запорожья и основал Дунайскую Болгарию, ни о его брате, который является основателем Киева, Самбате. Ничего об этом никто из них не говорит и не учат в школе. В школе учат, что русский язык – это язык врага, но оказывается, русский язык имеет происхождение от староболгарского языка, который еще имеет название церковнославянского. И это обстоятельство в диссертации Фариона отображено как оболгарщивание, но трудно с этим согласиться. То есть это оболгарщивание Руси – это не тезис диссертации Фарион. Поэтому, скорее всего, поскольку Русь пришла только в IX веке, а Великая Болгария на территории Украины существовала в VII веке, то можно вести речь о обрусении болгар, живших на территории, которую сейчас занимает Украина. Так вот, Русь начала собирать дань с потомков граждан Великой Болгарии, а русский язык является языком потомков граждан Великой Болгарии. Так вот, староукраинский язык и украинский язык являются языком Руси и потомков Руси, которая явилась реоккупантом Великой Болгарии. Это факт. И об этом нужно вести дискуссию, об этом нужно открыто заявлять. С одной стороны, есть право, есть конституция, есть статус свободно используемого в Украине русского языка. С другой стороны, есть факты, которые говорят о том, что именно болгарский этнос образовал на территории Украины первое христианское государство. О чем молчит система образования, о чем молчит официальная историческая доктрина в Украине, о чем молчат церковные конфессии. А вопрос языка, он достаточно важен с той точки зрения, что язык – это как бы родовой признак, то есть память предков. Почитание предков, если вести речь о законе Моисея, прописан в 5-й заповеди с обетованием «Чти отца своего и матерь свою, да благо будет тебе и будешь долголетен на земле». Так вот, вопрос благ и долголетия связан с почитанием предков, в том числе и с языком. Именно поэтому с целью лишить благ и долголетия и ведется кампания против русскоговорящих граждан Украины, как потомков граждан Великой Болгарии. Поэтому все вот эти вот действия, которые осуществляла Фарион и продолжают осуществлять украинские политики, они направлены не на язык, а на благо. То есть, запрещая язык, людей лишают права
на благо и долголетие, то есть присваивают таким образом чужие блага себе, а сами рассчитывают жить за чужой счет припеваючи и, так сказать, пользоваться социальным лифтом, который обещала своим последователям Фарион. Но еще раз повторю, что не язык является признаком государственности. Признаком государственности и задачей государственности является право и правоохранительная деятельность. Если не работает право, то в результате, как следствие, уничтожается и государственность. Основная же функция и цель государства – это правоохранительная функция. Что касается ограничения прав русскоговорящих граждан Украины, то фактически его можно квалифицировать как геноцид русскоговорящих граждан Украины, поскольку речь идет об ограничении трудовых прав по признаку языка, а трудовые права имеют жизнеобеспечивающую функцию. Что же касается Путина, то идеологически он фактически ничем не отличается от Фарион. То есть он тоже идентифицирует себя как потомок Руси, хотя и говорит на русском языке. И этот идеологический потомок Руси принуждает граждан Украины к изменению гражданства. То есть принуждает граждан Украины к тому, чтобы граждане Украины принимали российское гражданство. Это тоже геноцид. Но если первый геноцид по языку – это геноцид по этническому признаку или иному признаку языка, то есть геноцид потомков болгар, то второй геноцид – это геноцид по национальному признаку, то есть по признаку гражданства. Вот такая вот ситуация. Поэтому говорить о том, что русский язык в Украине – это язык врага, абсолютно неправильно. Русский язык имеет происхождение от староболгарского языка и не является языком потомков Руси, в отличие от украинского языка. Что касается христианской государственности, то Кубрат, правитель Великой Болгарии, первого христианского государства на территории Украины, имел титул патриция, который был ему дарован императором Византии Ираклием. Титул патриция позволяет говорить о том, что законность прав Кубрата как правителя Великой Болгарии была признана христианской державой Византии. Кстати, ни один из русских князей титула патриция не удостоился. Почему? Да потому что законность прав Руси на управление народом, проживающим на территории Великой Болгарии, никогда не была признана. В свое время Владимир сделал попытку легитимизации, реоккупации Великой Болгарии Русью. С этой целью он попытался вступить в насильственный брак с византийской царевной болгарского происхождения Анной, которая отказывалась вступать в брак с Владимиром. Ее принудили, но после того, как Владимир крестился и обвенчался с Анной, от их брака родились Борис и Глеб. Именно Бориса и Глеба убил Святополк, сын Владимира, от предыдущего брака. То есть даже таким вот насильственным способом насильственной христианизации, антиканоническим насильственным крещением не получилось легитимизировать власть русских князей на территории Великой Болгарии. Почему? Это уже сакральный вопрос и вопрос присяги на верность. Об этом мы сможем поговорить в другой раз. А сейчас на основании исторических данных русскоговорящие в Украине – это не враги, а потомки граждан Великой Болгарии, которые были оккупированы хазарами и реоккупированы Русью. Поэтому считать русскоговорящих граждан Украины врагами и оккупантами нет никаких оснований. Как говорится, нужно, пользуясь возможностями образования новой Украины в 1991 году, жить мирно и соблюдать права друг друга в мире и согласии, а не заниматься разжиганием межнациональной розни по признаку языка. Я думаю, что болгары украинцам не враги, поэтому, что касается дела об убийстве Фарион, нужно дело довести до конца, найти реального убийцу и реальных заказчиков. И тогда, может быть, будет обновлена и идеологическая доктрина Украины, которая, по моему мнению, не должна основываться на попытке легитимизации власти реоккупанта, каковым является
Русь. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был Валерий Табаков. Ставьте лайки, комментируйте, распространяйте это видео, подписывайтесь на канал. До новых встреч!